Всем привет! Записываю видео в таких полевых условиях с ноутбука, в котором нет NVIDIA RTX, там нет NVIDIA Broadcast, и у меня нет гринскрина, и поэтому вырезается фон у меня на процессоре плагином для OBS. Это, в принципе, видно. Вот, так что, но имеем, что имеем. Этот видос будет посвящен утилите, инструменту матчмейкинга для Unreal Tournament 2004. Этот инструмент написал разработчик Алкахофа, который играет у нас в золотой лиге и с большой вероятностью перейдет в Diamond, я думаю, в следующий сезон, потому что он довольно круто играет там. С какой вообще проблемой сталкиваются у нас игроки чаще всего? Это то, что в игре 20-летней давности, конечно, очень сложно найти себе оппонента быстро. Очень сильная боль это для новичков, для игроков бронзовой лиги. Он буквально сегодня в Дискорде, там я видел, это обсуждалось. Я, например, когда хочу попрактиковаться там перед какой-нибудь, например, турнирной игрой, мне нужен оппонент плюс-минус моего уровня, я могу искать, там, ну, в лучшем случае 5 минут, но в худшем, может быть, час оппонента себе. Зависит от времени, от дня недели и так далее. Потому что основной источник, скажем так, матчмейкинга — это Discord в данном случае для вот такой старой игры. То есть все надо делать вручную. Такой социальный элемент, которого World of Warcraft, например, лишился, а вот Unreal приобрел. И это не очень хорошее сравнение в данном случае. Потому что тут хотелось бы играть все-таки в шутер, а не социальным таким аспектом заниматься для поиска оппонента. И инструмент, который Алкахоф разработал, он как раз решает эту задачу. Я сейчас его открою. Покажу. Значит, в чем здесь смысл? Нужно указать этому инструменту путь к игре. Он будет нажать Find Random Match, и он начнет искать среди 29 серваков. В основном эти все серваки так уже представлены в лиге, официальные сервера, на которых все играют и которые все более-менее знают. Эти сервера здесь есть. И смысл в том, что по твоему рейтингу, вот сейчас здесь видно, что есть такое небольшое количество людей, которые тестируют инструмент. По твоему рейтингу будет подобран тебе оппонент с таким же рейтингом, плюс-минус, чтобы ты с ним сыграл матч. В том случае, если у этого оппонента сейчас тоже нажата кнопочка «Найти матч». Понятно, что когда здесь там 10 человек, это будет очень долго, но если этот инструмент станет популярным, то это будет просто супер удобно найти себе оппонента быстро, такого же плюс-минус уровня, как ты. И что самое прикольное, что этот инструмент, он смотрит, какой пинг у твоего оппонента каким серверам, какой у тебя пинг каким серверам, и кидает вас на оптимальный сервер, где у вас пинг будет максимально близкий. Я вот сколько это не тестировал, это действительно работает именно так, и это очень прикольно. Причем даже меня закинуло на какой-то сервер, когда мы с Алкахофом играли, которого у меня даже в списке нет. Вот, но у меня оказался с ним там одинаковый пинг и довольно низкий. Вот здесь также встроена Elo-система, то есть здесь очень прикольно будет считаться Elo-рейтинг. Причем это довольно такое элегантное решение, что тебе на сервер-сайде, на каждом серваке не нужно ставить какие-то мутаторы, какие-то там плагины, которые внутри конкретного сервака считают рейтинг игроков там, и так далее. А все это делается вовне, вынесено это все независимо от серверов по архитектуре, и это очень прикольно. То есть неважно, на каком серваке вы там из 29 сыграли, у вас все равно рейтинг посчитается. Я сейчас Алкахофу предложил базу из сыгранных там 2000 матчей в рамках лиги для того, чтобы ретроспективно заполнить вот эту историю с рейтингом. Но я пока не знаю, насколько это получится или нет. Получится прикольно, чтобы подтянуть сразу сюда за последние полгода все игры всех игроков. Не получится, вот, ну, будет заново заполняться этот рейтинг, может быть, тогда же будет поинтереснее. Здесь, соответственно, список серверов. Здесь видно все вот на интерфейсе, даже можно особо это и не комментировать. Соответственно, страница инструмента, она перенесена по ссылке utduel/matchmaking
на сайт utdl.com. Автор этого сайта, вот этой страницы, Алкахофа. Я думаю, что я с ним запишу отдельный AMA или вопросы-ответы, что-то такое, может быть, что-то в рамках подкаста. Как сам Алкахоф захочет, так он и таким форматом он и расскажет, в общем-то, такой deep dive сделает про инструмент, расскажет, как он работает. Обязательно надо будет с ним сделать отдельное видео, или, может быть, он сам его сделает, посмотрим. Это то, что касается инструмента. Скачать его можно уже на сайте, все ссылки работают. И когда его скачает много народу, можно будет очень быстро подбирать матч. Сейчас цель этого видоса — собрать, насколько это возможно, большую тестовую группу игроков, которые просто это пока будет тестировать. То есть, если это распространится в Дискорде лиги, ссылка на этот инструмент, я, естественно, сделаю еще и текстовый анонс, отправлю все ссылочки. Чем больше народу начнет играть через этот инструмент, тем лучше. В будущем я думаю, что можно его как-то будет интегрировать в те процессы внутри Duel Masters лиги, которые сейчас существуют. То есть это может быть в рамках анбординга игроков или просто через этот инструмент будут подбираться оптимальный сервер для игроков. Может быть, в итоге этот рейтинг, который есть L рейтинг, и он, если он будет действительно использоваться и заполняться, он заменит рейтинг тот, который есть сейчас в лиге, и мы будем использовать этот рейтинг для того, чтобы ранжировать игроков. Но пока на данный момент в этом нет необходимости, потому что наш рейтинг и в целом текущая система ранжирования игроков работает очень хорошо, но почему бы не переходить вот на эту историю в будущем. То есть с 4-го сезона я постараюсь аккуратненько интегрировать этот инструмент в процессы лиги. Да, кстати, можно заметить, небольшой автоп, когда Джонни Айв немножко наперекур выходил во время работы над Ferrari Luce, он коснулся своим пером, можно так сказать, вот этих человечков, да, и они стали немножечко как будто бы их Apple задизайнила. Вот, короче, я к тому, что есть сейчас у нас на сайте некоторый редизайн. Теперь он в стиле такого гладеньких, скругленных краев. Неважно, хорошо это или плохо, но такой вот минимализм теперь. Эра минимализма началась на сайте. И дизайна всех чемпионов. То сейчас на сайте у нас видно, что когда у нас будет плей-офф, он будет 11-12 июля. Теперь это дата, к которой мы все целимся. Кстати, внутренние странички тоже, насколько я... Да, они тоже немножечко с редизайном. Такой небольшой офф-топ. И еще один момент, раз уж подруг, да, это пусть все-таки видео посвящено матчмейкингу, но как будто бы время уже подсказывает, что можно и выпустить новости за июнь. И очень важно, что мы запустили наконец-то полноценно вот этот инструмент статистики лиги. Сюда буквально вчера залили еще 1500 игр. Понятно, что каждая игра, она считается с двух сторон, то есть всего матчей около 900. Но так как один матч — это 2 записи в базе, то как бы это уже там 1700 игр уникальных. Очень классно посмотреть на все карты наконец-то, потому что мы вычищали базу с кривыми названиями карт, с кривыми именами игроков, ну, наверное, неделю. И сейчас прям прикольно виден результат. Сейчас вот выберем Diamond. Можно посмотреть на карты в Diamond, популярность карт. Сравнить, например, с популярностью карт в мастере. Да, вот в мастере Рафинери на первом месте, а в Даймонде Ироник на первом месте. А здесь Ироник аж на 4-м. Так вот. В общем, вот, это все новости, которые я хотел озвучить. Приаттачу этот ролик к текстовой новости в Дискорде со всеми ссылочками на инструмент, где его можно скачать, чтобы начать играть через него свои игры
формировать свой рейтинг. Все, всем пока.